17 января 2008 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании British Airways совершал плановый рейс 38 по маршруту Пекин-Лондон. На борту лайнера находились 152 человека. В 2 часа 9 минут рейс 38 вылетел из Пекина и взял курс на Лондон. Лайнером управлял опытный экипаж. Командир воздушного судна Питер Беркелл, очень опытный пилот, налетавший свыше 12 тысяч часов. Второй пилот Джон Куарт, опытный пилот, налетавший свыше 9 тысяч часов. И сменный второй пилот Конор Мегенис, налетавший свыше 5000 часов. Маршрут полета рейса 38 проходил над Монголией, Сибирью и Скандинавским полуостровом на высоте от 10650 до 12200 метров при температуре за бортом от минус 65 до минус 74 градусов по Цельсию. Зная о низкой температуре за бортом, пилоты отслеживали температуру авиатоплива, планируя снизиться в более теплые слои атмосферы, если температура топлива упадет ниже предельно допустимой. В данном случае этого не потребовалось, поскольку температура топлива не опустилась ниже 34 градусов, что гораздо выше точки замерзания. Несмотря на то, что температура авиатоплива не опустилась ниже температуры замерзания, вода, содержащаяся в авиационном керосине, замерзла, и лед скопился на внутренних сторонах топливопроводов, предположительно, в местах, где они проходят через пилоны двигателей. Этот лед никак не влиял на полет до последней стадии захода на посадку в аэропорту Хитроу, когда увеличившийся расход авиатоплива, повышение температуры и турбулентность при снижении привели к выпадению льда в топливо. Это привело к формированию ледяной каши из мягкого льда, который перемещался по топливопроводам, пока не осел на топливо-масляном теплообменнике. Последний состоит из 1180 стальных трубок малого диаметра. Авиатопливо проходит по трубкам, а горячее масло циркулирует в корпусе теплообменника. Таким образом, достигается подогрев авиатоплива, попадающего в двигатели, и охлаждение масла. В теплообменнике лед снова замерз и перекрыл подачу топлива в двигатели. Первые признаки топливного голодания были замечены экипажем на высоте 220 метров в 3 километрах от торца взлетно-посадочной полосы, когда оба двигателя не отреагировали на команду автомата тяги. Для поддержания профиля снижения, заданного курса глиссадной системой, автопилот на высоте 60 метров снизил скорость до 200 км в час. На высоте 45 метров автопилот отключился. Второй пилот продолжал активное пилотирование. В то же время командир снизил угол установки закрылков с 30 до 25 градусов с целью снижения лобового сопротивления и увеличения времени пилотирования. В 12 часов 42 минуты рейс 38 пересек автодорогу и приземлился на траву приблизительно в 270 метрах от торца взлетно-посадочной полосы 27-я левая. За несколько секунд до касания земли командир воздушного судна успел подать сигнал бедствия. Во время удара и короткого скольжения по земле передняя стойка шасси подломилась. Правая основная стойка шасси оторвалась и пробила центральный топливный бак и фюзеляж. Левая основная стойка шасси пробила крыло. Лайнер остановился на разметке порога взлетной полосы. Несмотря на утечку авиатоплива из пробитых баков и двигателей, пожара не возникло. 4 бортпроводника и 8 пассажиров получили незначительные травмы. Расследованием причин аварии рейса 38 занялся отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании при участии представителей Национального совета по безопасности на транспорте США, компании Boeing и фирмы Rolls-Royce. В ходе расследования было опубликовано несколько предварительных отчетов и издано 18 рекомендаций по безопасности полетов. Отказ обоих двигателей не рассматривался как причина аварии, и в связи с низкой вероятностью такого события наиболее вероятной причиной назывался отказ электроники, ошибка в программном обеспечении системы управления двигателями, но обе версии были отвергнуты.
В предварительном отчете расследования Комитета по безопасности, опубликованном 18 января 2008 года, указано, что не найдено никаких доказательств механических проблем столкновения с птицами или обледенения, не обнаружено загрязнение топлива или чрезмерного содержания воды в топливе. Запись параметрического самописца показала, что не было ничего необычного в основных системах. Были обнаружены небольшие инородные тела в топливных баках, хотя не ясно, могли ли они способствовать аварии. В отчете также отмечается, что есть доказательства того, что кавитация имела место в обоих топливных насосах высокого давления. Это может свидетельствовать об ухудшении подачи или чрезмерной аэрации топлива. Хотя производитель отметил, что насосы были способны обеспечить подачу топлива в необходимом объеме. Отмечено, что температура воздуха за бортом самолета была необычайно низкой, но не настолько, чтобы авиатопливо замерзло. Продолжаются испытания с целью повторить повреждения, причиненные топливным насосом, и получить данные, соответствующие полученные с приборов лайнера. Комплексное обследование и анализ проводились не только на самолете, а в целом. Окончательный отчет расследования Комитета по безопасности, опубликованный 9 февраля 2010 года, определил следующие причины аварии. Расследование определило, что потеря тяги обоих двигателей явилась результатом ограничения подачи топлива. Расследование определило следующие возможные причины, приведшие к ограничению подачи топлива. Перемещение скопившегося льда внутри топливной системы, вызвавшие ограничение подачи топлива в обоих двигателях. В результате скопление льда на поверхности топливно-масляного теплообменника. Лед образовался в топливной системе в результате замерзания воды, присутствующей в топливе, в естественных условиях, в ходе полета самолета с низким расходом топлива, в течение длительного периода времени, при температурах, способствующих образованию липкого льда. Топливно-масляный теплообменник, отвечая применимым на тот момент сертификационным требованиям, показал склонность к засорению при наличии мягкого льда в больших концентрациях при температуре топлива ниже 10 градусов по Цельсию и подаче топлива выше полетного малого газа. Сертификационные требования, которым соответствовала топливная система воздушного судна, не принимала во внимание это явление, поскольку такой риск не был известен на тот момент. Комитет по безопасности также обратил внимание на пассивную безопасность самолета в ходе происшествия. Он отметил, что основные точки крепления основных стоек шасси находятся на заднем лонжероне крыла, и поскольку этот лонжерон также является задней стенкой топливных баков, аварийная посадка вызывает их разрыв. Компании Boeing было рекомендовано изменить конструкцию крепления стоек шасси для снижения возможности утечки авиатоплива в подобных обстоятельствах. После аварии Boeing 777-200 не подлежал ремонту и восстановлению и был списан, а уже в апреле 2009 года он был порезан на металлолом. Похожая история произошла 1 февраля 1985 года. При взлете из аэропорта Минск потерпел крушение самолет Ту-134. Лайнер выполнял рейс Минск-Ленинград, но из-за замерзания авиатоплива произошел помпаж двигателей. Но это уже совсем другая история. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.